Почему те, кто не выбирают Бога, отвергают Бога, говорится, что они выбирают смерть. Люди рассуждают так, что я же ее не выбирал, смерть, ну и как бы и Бога не выбирал, поэтому почему это я должен умирать и физически, и духовно. Расклад такой. Я уже частично упоминала это в предыдущих своих видео-аудио, что Бог, Он невидимый, и в Нем есть все, но то, что Он изрекает, становится бытием, именно становится этим нашим мирозданием, по принципам которого все движется, существует и так далее. Бог изрекает из себя любовь, самое доброе, милосердие, кротость, воздержание, и дальше по списку из Коринфянов можно пройтись и тому подобное. И это все и есть это бытие. Человек, который не выбирает эту сущность Бога, который не принимает это и не хочет этому следовать, автоматически выбирает что-то другое, то есть он становится в позицию контр. А эта позиция контр не может существовать, потому что Бог — это и есть само бытие, само существование. Он есть сама жизнь, Он тот, кто дает жизнь. И те, кто не принимают эту сущность, они фактически отказываются, добровольно отторгают сами себя от Бога, выбирая что-то другое. Но дело в том, что ничего другого не будет, нету, потому что Бог один, кроме Него нет Бога, и после Него не будет. То, как Он говорит, ту, грубо говоря, модель бытия, которую Он изрек из себя, это она и есть, это все, что есть. На данный момент в рамках Земли у нас есть время, и это как будто бы нечто вроде капсулы какой-то, в которой это может одновременно находиться. Но это пока есть время, которого я уже не буду про это говорить, я немного тоже затрагивала про время, которое закончится, и все рассудится, и пойдет то, что к Богу Божий, то, что Бога не выбрало, будет уничтожено, будет гореть в гиене огненной вместе с адом, со смертью, все это будет сжигаться. Еще раз повторю, что даже смерть, потому что смерть — это контур жизни. Жизнь — это то, что изрек Господь. Смерть — это то, что противоположно, это то, что не принимает жизнь Бога, но автоматически становится смертью. Все, что не похоже на природу Бога, отторгается. Это как будто бы заноза в пальце. Она начинает гнить, нарывать, и палец пытается ее исторгнуть. Атакует все эти частички, тела, и для того, чтобы извлечь это инородное тело из себя. То же самое происходит и в бытие Бога. Поэтому, когда мы выбираем Бога, мы одеваемся и облачаемся в Его натуру, в Его природу, и Бог нас принимает. А когда мы отвергаем Бога, мы добровольно говорим, что мы не хотим жить в том бытие и мироздании, в той жизни, которую Он изрек и которую Он построил. То есть мы фактически говорим, что мы не будем в этом жить. А не жить — это значит умирать, это смерть. Я уже говорила, что Бог человеку предоставил выбор, что мы здесь на земле для того, чтобы сделать этот выбор, познакомиться с Ним, принять решение, думать, передумать. Это как бы нейтральная территория, на которой у нас есть момент выбрать, хотим мы или нет. Бог справедливый, Он дает этот шанс для того, чтобы у нас было не то, чтобы без вариантов по принуждению, потому что другой опции нету, а для того, чтобы мы выбрали и с Ним дальше шли в вечности. Поэтому еще раз повторюсь, Бог справедлив, Он дает шанс выбрать, Он предоставляет и показывает, демонстрирует, что к чему ведет здесь на земле. Все люди прекрасно видят, куда ведет грех, куда ведет доброта и любовь Бога, что есть суть одного и что есть суть другого. Поэтому говорить о том, что Бог несправедлив, или мы не знали, что мы выбирали, мы как бы думали, что это хорошо, это не так. Не нужно никого обманывать и самим обманываться. Всем все ясно и понятно. Повторю еще раз, что то, что не Божье, то, что Бог не изрекал, а Бог есть любовь, в Коринфянам это прекрасно написано, все самое хорошее и доброе, очень много определений Бога, кто есть такой Господь, это есть Бог, это Его природа. Все остальное — это не природа Бога, и она будет отторгаться. Весь этот грех, все распутства, идолопоклонство и все остальное, это ведет к смерти. Это ведет к смерти. А смерть умирает.
Все в этом мире, во всем мироздании имеет свою функцию. Свет светит, ветер дует, а смерть умирает, то есть вообще без вариантов. То есть у нее прям функция умереть, и она будет умирать. Поэтому в этой гиене огненной в нее будет кинут и дьявол, и все его приспешники, демоны и бесы, падшие ангелы, и люди, которые выбрали этот же путь, и сама смерть будет кинута туда. Потому что это тоже сущность, у которой есть функция. Она умирает, и она будет умирать. Поэтому разуваем глаза, открываем свое сердце. Не нужно обманывать самих себя, все прекрасно видно, в этом мире все явлено и предоставлено в раскрывшейся своей сути, для того, чтобы сделать правильный выбор, рассудить, что вам нравится. И когда вы сделаете свой выбор, то вы его сделаете самостоятельно, и ответственность за этот выбор будет всецело лежать на вас. Не хочется завершать на такой давящей ноте, поэтому я скажу, что Бог выбрал самое лучшее, и Он точно знает, что любовь, мир, жизнь, свет, радость, доброта, милосердие и тому подобное — это все самое лучшее, что существует и может существовать. Он точно знает. Это Он все оценил, взвесил, и мы это все видим, это все продемонстрировано перед нами здесь на земле. Поэтому Богу можно доверять. Он тот, на кого можно положиться и кому можно верить. На этом все. Всем пока.